В этом году было много факторов, которые оказывали положительное влияние на биткоин и крипторынок. Это и смягчение денежно-кредитной политики ФРС, падение индекса доллара, предстоящий халвинг и много всего другого. Но самым главным катализатором роста, который полностью перевернул игру, стали три буквы ETF. С тех пор, как BlackRock подала заявку на биткоин ETF, его цена выросла на рекордные 50% всего за 6 месяцев, хотя ETF еще не одобрили. Такая же история происходит и с эфиром, ведь ETF заявка от BlackRock запампила его цену выше $2000. И буквально вчера появилась фейковая новость про ETF на XRP, который сразу же вырос на 15%. И если в целом взять это положительное настроение на крипторынке, то оно полностью зависит именно от ETF. BlackRock не сомневается в том, что ETF на биткоин будет одобрен, а также компания считает, что у SEC нет законных оснований отказаться в одобрении ETF на эфир. Но когда SEC одобрит ETF на эфир, нам нужно будет готовиться к тому, что дальше пойдут другие альты, в которые крупнейшие американские компании смогут инвестировать миллиарды долларов. И сегодня в видео я вам расскажу, какие именно альткоины станут следующей целью для мировых фондов. И я не просто назову тикеры этих монет, а разберу четкие причины, которые потенциально могут привести к запуску новых альткоин ETF. Для этого видео нам понадобилось много времени, чтобы найти для вас интересную информацию, поэтому мне было бы безумно приятно, если вы поддержите нас лайком, ведь только ваши лайки влияют на скорость выхода таких интересных роликов. Поэтому давайте наберем 1000 лайков, и мы сделаем для вас вторую часть этого видео. За ваши лайки вам заранее спасибо. Вы на канале Coin22, меня зовут Влад, давайте начинать. Итак, друзья, сегодня в ролике мы поговорим о монетах, которые могут стать следующими потенциальными целями для таких финансовых гигантов, как BlackRock. Ведь если вы заранее будете знать, на какие монеты могут запустить ETF в будущем, то сможете первыми добавить их к себе в портфель. А в крипте очень важно быть именно первым, как подписчики нашего телеграм-канала, которые получают самые актуальные новости, анонсы важнейших событий и только эксклюзивную информацию. Так что подписывайтесь на наш телеграм, и вы сразу получите подробный прогноз на рынок альтов и узнаете, продолжит ли альткоины расти дальше. А перед тем, как мы разберем самые подходящие монеты, на которые могут запустить ETF в будущем, хотел бы озвучить свое мнение насчет ETF на альткоины. Во-первых, когда мы говорим о альтах, то нам нужно понимать, что SEC никогда в жизни не позволит, чтобы на финансовых рынках США торговались непонятные монеты, у которых даже капитализация меньше $1 миллиарда. И это объяснить очень просто. Любой криптопроект, который сейчас выходит на рынок, работает по одной и той же схеме. Вот, например, Aptos. Сначала они создали блокчейн, далее выпустили больше миллиарда монет, часть из которых отдали маркетмейкерам для продажи, а другие 20% оставили себе, чтобы на пике продать их розничным инвесторам и заработать миллионы долларов. А что произошло после листинга на Binance, вы сами видите. SEC не хочет, чтобы монеты, которыми очень легко манипулировать, были доступны для американских инвесторов. А также есть список монет, которые нарушают законы и, по мнению SEC, являются ценными бумагами. Это, конечно же, BNB, Matic, Filecoin, ADA и много-много других. Поэтому я вообще не уверен, что SEC разрешит сделать ETF на любой из альткоинов, кроме эфира. Хотя и эфириум остается под очень большим вопросом. Но для этого мы и сняли данное видео, поэтому давайте рассмотрим, какие монеты имеют больше всего шансов получить одобрение ETF. И, кстати, в комментариях напишите, как вы думаете, на какую монету сделают следующий ETF. Нам было бы интересно узнать именно ваше мнение. А первая монета является Chainlink. Казалось бы, чем Link отличается от других альтов? Ведь его разработчики также создали монеты, заблокировали их в смарт-контракт и постепенно проводят разблокировки новых токенов, как, например, в сентябре. К тому же капитализация Link не достигает даже $10 миллиардов. Но если мы вернемся на список этих монет, которые, по мнению SEC, являются ценными бумагами, мы не найдем здесь Link. И это уже плюс, что SEC не ставит черную метку на Link и не считает его ценной бумагой. А также вы, скорее всего, не знали, но на монету Link уже есть финансовый инструмент ETP, который работает по похожему принципу с ETF. ETP в переводе это биржевой продукт, который торгуется на регулируемых фондовых биржах. Так вот, данный Chainlink ETP имеет компания 21 Shares с капиталом более $2,5 миллиардов, которая сейчас ожидает одобрения спотового ETF на биткоин. И на данный момент 21 Shares позволяет инвесторам, хоть и не напрямую, но покупать Link и зарабатывать на его росте, потому что ETP отслеживает цену почти 1 к 1. Но есть одно но. 21 Shares это швейцарская компания, и этот ETP также базируется в Швейцарии, что затрудняет получать к нему доступ американским инвесторам. Ведь нужно иметь счет у европейского брокера.
Тем не менее, если в январе следующего года SEC одобрит биткоин ETF от 21 Shares, они явно задумаются над тем, чтобы переформатировать свои торговые инструменты на американский рынок. И, кстати, у 21 Shares есть такие же ETP на Solana, AVAX, Atom и многие альты, но, как я сказал ранее, каждый из них SEC считает ценной бумагой, кроме Link. Вообще, Link — это единственная монета, которая очень тесно сотрудничает с главной платежной системой мира SWIFT, поэтому данное преимущество частично может стать причиной запуска ETF. И, конечно же, шумиха вокруг ETF — это лучший катализатор, который сейчас пампит монеты на десятки процентов вверх. Но если вы сейчас просто наблюдаете за активным ростом и не знаете, как на этом можно заработать, присоединяйтесь к нашей подписке Coin22 Pro. Подписка Pro позволит вам ежедневно получать прибыльные торговые идеи от наших профессиональных аналитиков, которые следят за рынком 24/7. Например, эту неделю мы начали с лонг-сделки по монете API, которая принесла всем участникам от 50% профита, ведь в сделке была указана лучшая точка входа и уровень фиксации прибыли. Наш формат работы очень простой и подойдет даже новичкам, потому что на старте мы предоставляем пошаговое обучение и дополнительно круглосуточную поддержку, которая поможет вам на любом этапе торговли, а ознакомиться со всеми условиями вы можете на нашем официальном сайте. Сейчас рынок показывает самое лучшее движение со времен 2021 года, и каждый день это ваша потенциальная прибыль. Поэтому если вы не желаете ее упускать, просто напишите нам по ссылке в описании и получите первую прибыль уже сегодня. Второй потенциальный ETF может быть запущен на монету XRP. Да, друзья, я знаю, что для вас это может показаться максимально странным, ведь какой еще ETF, если SEC уже какой год судится с компанией Ripple и считает XRP ценной бумагой. Но как бы негативно SEC не относилась к монете XRP, давайте не будем забывать, что летом было промежуточное закрытие этого судебного дела, на котором судья приняла четкое решение, которое заключается в том, что XRP это не ценная бумага. И если взять абсолютно все альткоины и даже биткоин, то никто из них не имеет вот такой бумажки, где было бы написано, что актив не является ценной бумагой. А также буквально вчера уже появилась фейковая новость, что BlackRock подала заявку на ETF XRP, после чего он вырос на 15%, но сразу же упал, после опровержения от BlackRock. Тем не менее, это очередной пример, что может сделать ETF с ценой любой монеты. Правда, эту тему очень подробно разбирал ETF-аналитик Джеймс Сейфорд, который, кстати, указал на очень важный момент, который касается всех ETF на альткоины, а не только XRP. Как мы знаем, SEC неохотно одобряет появление на рынке криптовалютных ETF, ссылаясь на серьезные риски манипулирования инвесторами. Однако она спокойно относится к фьючерсным криптовалютным ETF на биткоин и даже на эфириум, который был одобрен летом. По мнению Сейфорта, для того, чтобы ETF на основе XRP получил одобрение, необходимо, чтобы деривативная биржа Чикаго, или сокращенно CME, ввела фьючерсные контракты на XRP, и по мнению Сейфорта, это станет основой для одобрения такого ETF. И это очень важно, поскольку ETF требует наличия базового актива для отслеживания, и фьючерсы на XRP на бирже деривативов будут соответствовать этому требованию. Но Сейфорд также указал на маловероятность того, что спотовый ETF на Ripple станет реальным, ведь он написал, что CME должна будет включить фьючерсы на XRP в листинг, прежде чем будет запущен ETF. И он вообще не уверен в том, что SEC одобрит ETF Ripple в ближайшее время. Но понятно, что о ближайшем времени и речи не идет, ведь для начала нам нужно дождаться ETF на биткоин, после чего ETF на эфир, а уже только после этого SEC сможет подумать про другие альткоины. Но все же мы наглядно видим, как за последние годы давление SEC на криптовалюту начало постепенно снижаться, и только в этом году SEC уже проиграла несколько важных судебных дел, связанных с криптовалютой. Поэтому еще одной монетой, которую сам Гэри Генслер не считает ценной бумагой и в будущем может быть запущен ETF, является Litecoin. Litecoin — это старичок на рынке крипты, который был создан еще в далеком 2011 году, после биткоина. И то, что он так долго остается на рынке и имеет капитализацию более 5 миллиардов долларов, заслуживает отдельного внимания. И, кстати, Litecoin — это третья монета, которую активно покупают институциональные инвесторы, то есть различные фонды, трасты или инвестиционные компании. Для того, чтобы такие инвесторы могли безопасно покупать Litecoin, в июне этого года компания Fidelity с активами на сумму более 4 триллионов долларов совместно с главным брокером США и крупным маркетмейкером запустили криптобиржу EDX Markets, на которой можно купить только биткоин, эфир, биткоин кэш и, конечно же, Litecoin.
Litecoin, поскольку именно эти монеты SEC не считает ценными бумагами. А также всем известная компания Grayscale, которая выиграла суд против SEC, уже имеет свой Litecoin Trust, акции которого торгуются на группе внебиржевых рынков в соответствии со всеми стандартами отчетности SEC и регулируются по всем законам, которых придерживаются другие траст-фонды. Сейчас Grayscale ведет активную работу, чтобы переформатировать свой Bitcoin Trust в полноценный ETF, и суд даже заставил SEC повторно рассмотреть ее заявку, которая позволяет одобрить этот ETF. Поэтому похожие манипуляции Grayscale может провести со своим траст-фондом на Litecoin. Но в целом текущая структура регулирования не способна принять ETF на альткоины, и споры будут продолжаться до тех пор, пока Конгресс США не примет специальные криптовалютные законы, которых сейчас просто нет. Для таких ETF важно, чтобы SEC прописала четкие правила, которых будут придерживаться компании, ведь только при наличии таких законов биржам будет проще размещать ETF на Link, XRP, Litecoin и другие высококапитализированные монеты. Поэтому если даже появятся хоть какие-то слухи о подобных ETF, всегда помните про соотношение 70-20-10, где альты это только 10% от вашего криптопортфеля. Ну а чтобы не пропустить актуальные новости, связанные с ETF-ами, подписывайтесь на наш телеграм-канал. В комментариях напишите, на какую монету вы бы хотели увидеть ETF, и не забудьте про колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики. А вам я желаю удачи, до скорых встреч!